Маш, ну ты теперь понимаешь, почему мы едем на мопеде, а не на машине по Киеву? О, да. Bird. This is bird. Привет, я Андрей. А я Маша. Мы пара, путешествующая по всему миру вдвоем. Мы просто едем и едим, используя различные способы передвижения в поисках самых красивых маршрутов и самой вкусной еды. Красота какая, посмотри, какой красивый Киев. Очень красивый. Хочется хорошего кофе и покататься по нему. А давай покатаемся, ты знаешь, я знаю, у кого спросить насчет маршрута. Юля! Точно, хорошая идея. Погнали? Погнали. Юлия Бюзенко, наш хороший друг, менеджер Киева, человек, который знает о Киеве все или практически все и немножко больше. Я наконец-то встретилась с этой картой. Привет! Да. Расскажи, что это за карта? Это 100 крутых мест Киева. Здесь есть достопримечательности, есть кофейни, есть рестораны, есть магазины. То есть она условно делится на 4 категории, где поесть, где посидеть, что купить и что увидеть. Куда нам поехать? Мы хотим захватить самые красивые, возможно, необычные места Киева, да? И мы решили, что мы хотим пить кофе. Есть у меня одно местечко, оно называется Coffee in Action. Ой, кажется, мы здесь находимся. В любой компании есть идея, концепт. Вот у нас он такой. Начиная с названия «Кофе в действии», заканчивая определенными важными принципами работы. Хочется, чтобы в каждую чашку вкладывали часть себя. Хороший, качественный кофе – это как фотография. Там при помощи фотоаппарата ловишь какой-то прекрасный момент в своей жизни, а здесь каждым глотком фиксируешь ту секунду, где находишься сейчас. Представим, что вы заказали чашечку в Джезве. Бариста всегда задает вам вопросы, что вы любите. Горькие оттенки, кислинку, сладость, с сахаром, без, возможно, какие-то добавки, например, имбирь. Вы вместе с бариста создаете напиток, который вам нужен именно сейчас. Для меня ближе название кава. Это женщина. Кофе это секс. Кофе это энергия, с которой надо взаимодействовать, черпать из нее силы и вдохновение. Вы на мопеде, тогда вам нужно что-то такое максимальное. Смотри, я очень еще хочу, чтобы вы поехали в театральный буфет на Станиславского. Это театр имени Франка. И там есть одна маленькая улочка, она называется Станиславского. Одна из самых коротких улиц в Киеве, там 3 дома. Там жил Богдан Ступка, там живет его вдова. И вот там можно тоже, там кофе в турочке варят, там всякие чизкейки, которые делает мама и дочка, которые им привозят. Оно очень атмосферное, это то, что отличает от всех заведений Киева. Наконец-то у нас есть шанс выпить чаю в кофейном Киеве. Я пью, кстати, бабушкин чай с розами и разными травками. И мне кажется, что я нахожусь у бабушки в гостях. Знаю, что владелец дружит с художниками, поэтому здесь огромное количество картин, которые периодически можно купить. Вообще все вещи здесь можно купить. Вот, например, те кресла достались
ребятам на Станиславского от посольства Польши. А вот те кресла, например, по-моему, около 90 лет. А еще можно послушать пластинки. В общем, отличная атмосфера, очень-очень приятная, творческая и никуда не спешащая. Хочу вам очень еще порекомендовать издательство «Основы». Оно находится на Георгиевском переулке. Там розовое здание. Вы должны в него зайти и подняться на 3-й этаж. Там обалденные стены, которые обрисовала Лера Схемка. Там очень красивая, классная, то есть офис издательства, которое выпускает книжки на украинском языке украинских писателей. Ну как оно выглядит? Это как офис Google. Ну, в принципі, хотіла якийсь такий вхід, да, який взагалі представляє взагалі нашу душу, наші цінності, взагалі, чим ми живемо. Тут ми працюємо і продаємо книжки, так що це взагалі дуже дзен. Ще в нас, тут це наша, так би, якби, кімната для нарад. Тобто, ви такі відкриті, да? Людина може прийти до вас на екскурсію. Ну, звісно, тому цей переїзд сюди, це така була основна задача. Це ж локально. Це про Львів. Это книга издательства «Основы», которая называется «Awesome Kyiv». Это интересности, которые необходимы здесь, в украинской столице. Более того, с автографом Даны Павличко, директора издательства «Основы» и издателем. Забирайте, она ваша. Тепло, я вже чекаю, щоб ці дзвони працювали, бо це дуже класно, особливо коли там гімн або лузі червона калина на дзвонах. Це взагалі бомба. Рекомендую вам поехать в Yellow Place. Оно находится в Гудвайне. Любимое место. Это Гудвайн и кофейня Yellow Place. Доброе утро. Доброе. Доброе утро. Это Паша из Yellow Place, человек, ради кофе которого можно преодолеть путь в очень много километров. Идеальная чашка кофе для меня – это когда сразу хочешь выпить вторую. У меня есть люди, которые определяют кофе так же, как и я, и не заказывают сразу вторую. Вот это вот самое классное. У меня есть какая-то магия утреннего открытия по выходным. Это самое классное время. Ты понимаешь, что ты первый человек, с которыми они встречаются в своем дне. Как ты их встретишь, как ты приготовишь им кофе, как ты улыбнешься, как ты с ними поговоришь, так у них день не пойдет. Вот для меня вот это самое крутое. Отличный кофе. Вы можете, во-первых, заехать на Воздвиженку, здесь недалеко, и нужно заехать в библиотеку «Ботан». Это библиотека будущего, бесплатная. Там проходят литфаки. Это место, в котором просто ты можешь провести 4-5 часов, читая книгу, которая стоит 600 гривен, ее прочитал и ушел. Мы решили немножко отойти от Юлиного маршрута всего лишь на одно заведение, потому что это тоже кофейное заведение, одно из наших самых любимых. Это White Bird, Black Bird. По-настоящему, то это звучит как White Beard, Blackbird. Когда выдумывали название, это был очень трудный процесс, потому что очень хотелось так, чтобы в названии не было слова «кофе». Потому что это не кофейня, потому что это не домик, потому что это не только о кофе, потому что это о людях. Люди, птицы, какая разница? Нет никакой. Любовь должна быть с двух сторон. Просто обязана. Или если любишь человека по ту сторону бара, он любит тебя. По-другому это все хамство. Капучино? Казалось бы, кофе – это сплошные секреты. А в реальности кофе секреты не любит. Если я не знаю, что в чашке, как же я могу это пить? Если вдруг вы попросите сахарок в этой кофейне, с вами случится это. Это кофейня Андрея Чайковского, здесь на Воздвиженке, и мы считаем, что она достойна
войти в карту в 100 лучших мест от Юлии Бевзенко. Какой-то кофейно-читабельный маршрут получился. Интеллектуальный уикенд. Да. Я предлагаю разыграть эту карту с нашими автографами, если хотите, в день выхода серии. Серия о Киеве впервые на канале «Вдвоем». Классная И идея. с маршрутом, который Юля составила специально для «Вдвоем».